Тутберидзе выгнала Косторную из группы. Но Алена вернулась на лед и растрогала зрителей. Фигуристка выступила в шоу Плющенко, едва восстановившись после неприятной болезни. Ну и как Буяновой теперь не взять ее в группу? В последнее время Алене Косторной тотально не везет. Фигуристка практически полностью пропустила олимпийский сезон из-за травм, а затем была вынуждена экстренно менять тренера, который к тому же не особо хочет брать ее к себе в группу. С Еленой Буяновой они только присматриваются друг к другу, но Алена уже шутит, что попадет на игры только в 40 лет, и то как волонтер. Тем не менее чемпионка Европы не намерена сдаваться. Уже сейчас она тренируется до последней капли пота, а ведь совсем недавно валялась на больничной койке с вирусом. В шоу Евгения Плющенко она и вовсе стала главной звездой. Ну и как после такой самоотверженности не принять эту замечательную спортсменку? Долгожданное возвращение Косторной в шоу. Благотворительное шоу у Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Туле наделало много шума, в частности, благодаря потрясающим выступлениям его участников. Королевой же этого праздника стала никто иная, как Алена Косторная. Фигуристка триумфально вернулась на лед и представила новый показательный номер под песню узбекской певицы Севары «Там нет меня». Эту программу поставила ей Елена Родионова, которая также помогла спортсменке адаптироваться в новом тренерском штабе у Елены Буяновой. И надо отметить, их тандем сработал. Алена ничуть не разочаровала. Чемпионка Европы 2019 исполнила лишь один прыжок, тройной сальхов, но в остальном претензий к ней нет. Мягкое, пластичное катание, выверенные шаги, высокий уровень артистизма. Казалось, что Косторная никуда и не уходила и не было большого перерыва в соревновательной практике, который в этом сезоне слишком затянулся. Алена по-прежнему тонко чувствует музыку и попадает во все акценты, полностью выкладываясь эмоционально. Неудивительно, что после проката зал рукоплескал ей, едва сдерживая слезы. Это тронуло фигуристку до глубины души. Девушка прятала влажные глаза от линз телекамер и неловко улыбалась после. Она не ожидала такой реакции, поскольку сама отнеслась к своему выступлению куда строже. Я пробовала катать сегодня первый раз Севару. Могу сказать, что это было не на 100%, кажется, процентов на 50 от того, что я могу. Естественно, я буду ее улучшать, но для первого раза очень даже неплохо. Есть какие-то детали необычные, но я делаю их очень хорошо на тренировках. Здесь они не везде получились или не так, как я бы хотела видеть. Много эмоций, сильные переживания и текст, что его нельзя просто выйти и откатать. Это нужно прочувствовать, пережить какое-то свое эмоциональное состояние, передать. Так описала она свои чувства по поводу постановки в интервью. Косторная рискует остаться без тренера. В последнее время на Косторную сыплется одна неудача за другой. В олимпийском сезоне Алена пыталась вернуть былую форму, и ей почти это удалось, но затем она сломала руку, аккурат перед чемпионатом России, где происходил отбор на игры в Пекине. Однако воспитанница Хрустального не теряла бодрости духа и упорно тренировалась к следующим стартам. Тем не менее второй перелом, уже другой руки, окончательно поставил крест на соревновательных прокатах в этом сезоне. Оказавшись в сложном положении, Алена была вынуждена действовать. Этери Тутберидзе выгнала Косторную из группы, после чего та попросилась к Елене Буяновой. Она согласилась, но пока на испытательный срок. Специалист отдельно отметила, что на данный момент не приняла фигуристку к себе, присматриваясь к ней и оставляя последнее слово за собой. Жесткость наставницы в этом вопросе спровоцировала ряд дискуссий о том, какое будущее ждет Косторную. Складывалось ощущение, что ее просто выбрасывают из спорта, однако позиция Елены Германовны понятна. Риск несложившегося сотрудничества опасен как для тренера, так и для ее подопечной, которая может в очередной раз потерять время. На ней все так и норовят крест поставить. А ведь именно этого Алена и не хочет, доказывая свою состоятельность из раза в раз. Так же, как с Этери Георгиевной, она постарается убедить новую наставницу в том, что она крайне профессионально и с серьезностью относится к работе.
Даже в шоу она не стала лениться и вышла с новой, еще не обкатанной программой. Поклонники фигуристки это оценили. Зрители оставили множество положительных комментариев. Ну вот, а на ней все так и норовят крест поставить. Волшебная. Это потрясающе. Лучшая ее показалка. Ставили специально под нее, удобная, легкая, музыкальная. Прыжки соберет еще. Молодец, Аленка. Такое впечатляющее скольжение, артистичность, передача образа. Новое платье хорошо дополняет образ. Браво! Надеюсь, у нее все получится. Хотя нашлись и недовольные. Родионова зря на прошлой программе Алены наговаривала. В итоге у Алены худшая программа в карьере. Ни хореографии, ничего вообще нет. Пустота. Вращение последнее вообще странное. Красивое двуножное катание. Пустое. Номера не было, была музыка, прекрасная Алена и ее катание на коньках. Конечно, болельщики имеют право возмущаться сырой постановкой, однако в защиту Алены можно сказать, что ее физическая форма действительно далека от оптимальной. Спортсменка в общей сложности пропустила 16 недель из-за травм, а потом ее настиг вирус. Недавно фигуристка рассказала, что неделю лежала с высокой температурой, чувствуя слабость и вялость. Принимать лекарства в полном объеме она не могла из-за спортивных запретов, поэтому лечение затянулось. Тем не менее ее тренеры поддержали Алену, отметив ее героизм. Кажется, у Елены Буяновой теперь не будет выбора, брать или не брать ее в группу. Фигуристка, которая с больничной койки рвется на лед, определенно заслуживает шанса. Было очень много соревнований, где я была не готова, либо новые программы, но все равно шла и катала. Хотя мне говорили: Алена, ну давай снимемся. Например, финал Кубка России, где у меня короткая не получилось, а произвольная, более-менее. Яна Александровна Рудковская мне говорила: Алена, ситуация со здоровьем не та, оно того не стоит, это всего лишь финал Кубка России. А я такая думаю, вот сейчас возьму, остановлюсь. Но я же дальше себя не преодолею. А если я сейчас это сделаю, то дальше будет легче, таковы убеждения Косторной, и она старательно придерживается их. И только за это ее можно уважать.